Привет, друзья! В сегодняшнем выпуске мы отправимся в путешествие по лучшим рождественским ярмаркам Бельгии. Нас ждут Брюссель, Гент, Брюгге, Антверпен и Кортрейк, где мы постараемся найти самую впечатляющую ярмарку. Но это еще не все. В одном из городов нас ждет неожиданный сюрприз – знакомство с украинской кухней. А в каком именно городе? Смотрите, и вы узнаете сами. Дорогие друзья, так, да, чуть-чуть кофе нужно. Нет, не так. С чего бы начать? Вообще ничего на ум не идет. Может быть, нет, тоже нет. Это точно нет. Точно. Привет! Наконец-то мы дождались своих зимних каникул, и мы решили чуть-чуть поездить по Бельгии, чтобы посмотреть лучшие ярмарки этой страны. И мы в этом выпуске побываем в таких городах, как Гент, Брюгге, Брюссель, Антверпен и, конечно же, в нашем городке Кортрейк. Мы постараемся честно сравнить все эти ярмарки между собой и выбрать наилучшую. А какая ярмарка понравится вам, напишите, пожалуйста, в комментариях. А начинаем мы с города Кортрейк. Добро пожаловать в рождественский рынок в городе Кортрейк. Рождественский рынок – это уличный рынок, связанный с празднованием Рождества. И идет он целых 4 недели. Эти рынки возникли в Германии, но теперь проводятся во многих странах Европы. Да и не только Европы, и даже в США. Рождественские ярмарки появились в немецкоязычной части Европы. Впервые рождественский рынок состоялся в 1434 году и был одним из первых настоящих рождественских рынков. В этом выпуске я не буду вам рассказывать о истории и каких-то цифрах, а я предлагаю вам вместе с нами отправиться по городам и узнать, чем отличаются ярмарки друг от друга, и, конечно же, выбрать самую лучшую ярмарку. И, может быть, кто-то из вас сделает для себя выбор. Ну что ж, давайте вместе посмотрим, чем отличаются ярмарки. От еды и украшений до аттракционов и общей атмосферы. Здесь каждая деталь создает свое волшебство. Я думаю, здесь каждый себе найдет, чем заняться. Кто-то прокатиться на колесе обозрения, кто-то выпить горячего глинтвейна, кто-то перекусить. Так, ну что, попробуем сейчас их фирменные тут боли-боличи. Смотрите, что это цены. Яночка, покупай. Давай. Заказывай, смотрите, я вам покажу. Тут есть вот такие болючесы, да? 9 штучек 7 евро, 15 штучек 12 евро. И есть еще чурос. И еще хотелось бы добавить, что пончики здесь просто вкуснятина. Вкусно! Сейчас пойдем посмотрим, почем тут глинтвейчик и напитки согревающие. А как вам такое? Ирландский кофе, Бейлис кофе. Это все алкогольный кофе. Любители пива могут сразу взять себе пивной букет. За 25 евро туда входит 12 бокалов пива. Точнее 10. Ну и, конечно же, обычный кофе и напитки. Ну а если напитки вас еще до сих пор не согрели, вы можете арендовать себе место в этой беседке и поужинать там. А для полного погружения в Рождество вот как будто бы чего-то не хватает. Кажется, я догадываюсь. Наверное, это нехватка снега. Ну что ж, а вот он и снег. Смотрите, ребят, пожалуйста. Ага. Снежок-то есть в Бельгии. Класс, пошли. Ну что ж, подведем итоги. Ярмарка нас устраивает, аттракционы нас устраивают, снег мы нашли. Ну снег как снег, но на этом же все не заканчивается. Смотрите, есть такие саночки Дед Мороза. И теперь пошлите, я вам покажу самое главное. Так, стоп. А это что такое? Неужели это фабрика по изготовлению игрушек? Или что здесь происходит? По-моему, здесь собирают подарки для детей. Я понял. По-моему, мы нашли дом самого Санта-Клауса. Представляете? Ну что, давайте посмотрим, как он тут живет и чем он тут занимается. Мне одному кажется, или он нас заметил? Брюгге – это один из красивейших городов Бельгии.
Да, и чтобы почувствовать атмосферу этого города, сюда можно приехать в любое время года. Но, конечно, если это сделать в канун Рождества, то впечатление будет непередаваемое. Причина этому проста. Ежегодно с 23 ноября по 2 января город превращается в сплошную, сверкающую гирляндами рождественскую ярмарку. Самые многочисленные рождественские ряды устанавливаются на площади Гроте-Марк. Это большой рынок. Если круглый год рынок работает не на самом Гроте-Марк, а на соседней площади, то в праздничные 4 недели территории целиком отдаются во власть уличной торговли. Это удобно для тех путешественников, которые планируют провести в Брюгге не только католическое Рождество, но и Новый год. За несколько до любимого в нашей стране торжества можно успеть приобрести подарки и сувениры. Здесь, на ярмарке, где собраны лучшие блюда уличной кухни, каждый гурман, даже самый искушенный, найдет свое идеальное угощение. Также здесь царит атмосфера вкусов и ароматов, способных удовлетворить даже самые изысканные предпочтения. Да, и чуть не забыл. Здесь также можно попробовать вкуснейший бельгийский шоколад и фирменные бельгийские вафли. Ну вот и цены на вафельки. И если сравнить ярмарку в Брюгге с ярмаркой в Кортрике, то сразу обращаешь внимание на различия их атмосферы и акцентов. В Кортрейке главным украшением были аттракционы, включая колесо обозрения, которые добавляли яркие эмоции и веселую динамику. В Брюгге, напротив, берет другим. Здесь отсутствуют аттракционы, но это компенсируется невероятным разнообразием уличной еды. Каждый уголок ярмарки утопает в ароматах свежеприготовленных блюд. А многочисленные кафе и рестораны вокруг создают настоящий гастрономический рай. И если в Кортрейке правит дух веселья и беззаботности, то Брюгге завораживает уютной, почти домашней атмосферой, где главная радость – это вкусовые открытия и неспешные прогулки. Несмотря на мусор, который иногда остается после трапез. И если подводить итог, то ярмарке в Кортрике можно отдать 1 балл за атмосферу веселья и разнообразие аттракционов, которые создают настоящий праздник для всей семьи. А ярмарка в Брюгге заслуживает свой балл за невероятно гастрономическое богатство. Множество уличных закусок, блюд и уютных кафе, которые превращают прогулку в настоящее кулинарное приключение. Каждая из ярмарок хороша по-своему, и выбор между ними зависит лишь от вас. Что вам ближе? Шум и веселье или гастрономический уют? Так что выбор за вами. Ну что ж, привет, друзья! И сегодня мы в самом красивом, сказочном, рождественском городе Европы. И это город Гент. Я предлагаю вам сейчас вместе с нами отправиться в эту рождественскую сказку на ярмарку и посмотреть, что там происходит. Пойдемте со мной. Гент. Этот город превращается в настоящую зимнюю сказку. Давайте же вместе погрузимся в ее атмосферу. Так, ну что, по традиции сейчас попробуем сладости, только уже в городе Гент, да? И поделимся с вами впечатлениями. Ну что ж, по традиции начнем со сладких угощений. Тут Диана, как всегда, на высоте. Цены здесь такие же, как и в других городах. Мы ставим 10 из 10, так как Диана спец по сладким угощениям. Ну что ж, друзья, послушайте, центральная ярмарка Гента, я считаю, что это самое сердце рождественских праздников. Здесь можно купить как от уютных сувениров, также и традиционные лакомства Бельгии. Давайте пойдем дальше посмотрим. А что же нам предлагает эта ярмарка? Здесь есть хот-доги, вафли. Еще здесь можно выпить глинтвейна и другие напитки. Также огромное разнообразие выпечки. Особое внимание привлекли натуральные картофельные чипсы, которые готовят прямо на месте, просто загляденье. Вы только посмотрите, что из этого получается. А если этого мало, вы можете сами пожарить каштаны. Либо же попробовать копченую луковицу. Заодно пообщаться невероятно веселого продавца. Атмосфера здесь топ. А если ваша девушка проголодалась, купите ей букет. Но не цветов, а букет колбасок. Кстати, у меня такая есть любительница букетов колбасных.
И вот она сейчас себе хочет купить натуральный букетик. Кстати, вот этот вот букетик, о котором я вам рассказывал, стоит всего лишь 6,60, да? Ваши ставки. Стакан воды. Сколько? Евро, 2-3. Давайте, даем 3 секунды. Не? 5,30. Я думаю, всем уже ясно, что здесь каждый найдет что-то по вкусу. И не только из еды. На ярмарке можно прикупить замечательные сувениры как для себя, так и для родных и своих друзей. Кроме того, здесь вас ждет колесо обозрения и веселые детские аттракционы. Здесь радости для всей семьи. Итак, изначально я ехал сюда, чтобы показать вам... Нет, не башню. Чем же отличается ярмарка в городе Гент от других? И главной изюминкой должен был стать каток. Но, добравшись до этого заветного места, я был немного... Нет, даже сильно удивлен. Совсем не то, что я ожидал вам показать. К сожалению, здесь был не каток, а какой-то роллидром. Ну, ничего. Да. Мы решили с пустыми руками не уходить, и вместо сувениров взяли наушнички такие. Смотрите, какая колоритная продавщица. В общем, ярмарка в Генте оставила смешанные впечатления. Вкусная еда, интересные сувениры, аттракционы. Но, конечно, каток без льда не оставил у меня вау-эффекта. Но, тем не менее, место атмосферное и точно заслуживает, чтобы его посетить. Мы отправляемся дальше. А вы оставайтесь вместе с нами. Впереди еще много интересного. Ну что ж, дорогие друзья, я вам скажу, что Гент покорил нас своей рождественской атмосферой. Если вы хотите почувствовать сказочную рождественскую атмосферу, то обязательно приезжайте в город Гент. Ну а мы для вас сейчас направимся в город Брюссель, показать самую большую ярмарку в Бельгии. Вы знаете, здесь, конечно, вместо снега нас встретил дождь, но и это не было для нас помехой. Все делаем ради контента, так что ставьте лайки и погнали с нами в Брюссель. Наконец-то мы и добрались в самое сердце Европы, и это город Брюссель. И сюда мы приехали, чтобы посмотреть самим и, конечно же, показать вам, как здесь празднуется Рождество. Ну что, погнали посмотрим? Ну, как видите, мы очень счастливые. Мы приехали 24 декабря, накануне самого Рождества, и все ярмарки закрылись, так как все люди пошли праздновать Рождество. Но ничего, мы не огорчаемся, и вас просим не огорчаться, потому что мы завтра приедем сюда ради вас и снимем всю эту красоту рождественскую. Так что для вас это будет всего лишь 1 секунда, и наш выпуск продолжится здесь, на этом же месте, только уже с людьми и с открытой ярмаркой. Опа! Фокус-фокус! Ну, как я вам уже обещал, что мы приедем на следующий день. Для вас это будет 1 секунда, только уже с работающей ярмаркой. Посмотрите, и с множеством посетителей. Видите разницу, какая была? Как было вчера и как сегодня. Но теперь мы можем с большим удовольствием вместе с вами отправиться и посмотреть, что тут едят и что тут продают. Пойдемте. В Бельгии особое внимание уделяется традициям. Здесь даже бездомные их чтят. Украшения елок, рождественские песни и семейные ужины. Все это часть культуры, которая передается из поколения в поколение. Невозможно представить Рождество в Брюсселе без местных лакомств, таких как вафли, горячий шоколад. В Брюсселе шоколада настолько много, что его буквально можно увидеть стекающим по стенам магазинов, тем самым привлекают внимание прохожих. А аромат сладости разносится по всем улицам. И, конечно же, рождественские писающие мальчики. Это визитка этого города.
Единственное, что кажется здесь перебором, так это цены на шоколад. Удивительно, но даже в шоколадной столице мира они смогут заставить задуматься. Складывается ощущение, что продавцы немного хитрят, поднимая стоимость. Ведь сложно устоять перед таким соблазном. Однако, учитывая качество и знаменитое мастерство бельгийского шоколада, многие все же готовы закрыть на это глаза и наслаждаться вкусом. Каждый год Гран-Плас, сердце Брюсселя и одной из самых красивых площадей в мире превращаются в настоящее рождественское чудо. Вечером здесь начинаются грандиозные световые шоу, которые стало традицией привлекать тысячи зрителей со всего мира. Под звездным небом исторического здания, таких как готическая ратуша, дом короля, гильдийские дома, словно оживают и превращаются в волшебные полотна. Свет и музыка здесь создают уникальное зрелище. Кажется, как будто бы здесь сама архитектура начинает дышать и начинает разговаривать с каждым, кто оказался здесь в этот момент. Музыкальное сопровождение, звуки колоколов и рождественские мотивы усиливают эффекты, наполняя душу теплом и радостью. А каждая смена света и звуков вызывает эмоциональный отклик, заставляет будто бы забыть обо всем и просто наслаждаться происходящим. Посещение этого шоу – это не просто просмотр, а настоящее погружение в магию Рождества. Гран-Плас превращается в место, где прошлое встречается с современностью, создавая незабываемые впечатления. Это то самое мгновение, которое хочется сохранить в памяти и пережить его снова в следующем году. В общем, шоу было настолько масштабным, что толпа людей с трудом покидала площадь. Ну, или организаторы что-то забыли учтить. В этом году на ярмарке были замечены украинские палатки с традиционной едой. Привет, друзья! Так повод точно вы не видели в других городах. Мы уже были в Кортрейке, в Брюгге, в Генте, но в Брюсселе мы открыли для себя, откроем для вас специально украинскую кухню. Это кусочек Украины, украинской ярмарки здесь посреди центральной площади Брюсселя. Так что приходите сюда. Здесь можно попробовать сало, глинтвейн, борщ и много-много-много украинских игрушек. Так что, друзья, давайте, кто приезжает в Брюссель, обязательно поддерживаем свой продукт. Это прекрасная возможность для гостей попробовать блюда, которые передают атмосферу украинской кухни, такие как сало с чесноком, медовик, деруны, возможно, борщ. Украинские палатки стали настоящим украшением ярмарки, добавив национального колорита и тепла. Они собрали не только украинскую диаспору, но и гостей, желающих узнать что-то новое. А для украинцев, живущих в Европе, это было как кусочек дома в сердце рождественской брюссельской сказки. Ну и, конечно же, такие палатки помогают показать разнообразие культуры и сближают людей в праздничный сезон. Доброго дня. Вітаємо вас с Рождеством. Дякую навзаєм. А вы уже пробовали что-то из украинской кухни здесь? Желаєте українцям в новому році? Щоб закінчилася війна. Посещают больше наших. Сегодня вообще день победителей. только наши. Да? Сегодня прям 80%. Так а мы ехали специально, думаем, потому что я увидела Украинскую по ТикТоку, нашу лавку, как показывают, спасибо, как показывают, ну вот, ролики там, и стоят наши, думаю, все, надо ехать. Где-то вроде и в Генте было, но мы поехали, не нашли. Дети там было. Ну, видно, один день или недолго. А у вас прям до 5-го было. Да, мы до 5-го включительно каждый день будем до 10 вечера минимум. О, я поняла. Там, кстати, вы видели, Вот эти вот скульптуры наши. шопки, это карпатські шопки, да, то є воїн, який це там топором прямо Сам там їх вирізає. там да. сам вирізає, прямо з Донецького напрямку вони до нас приїхали. Кстати, дякую. Дякую. Бельгійців обучаємо слову дякую. Дякую. Да, они нам Да. После украинских угощений мы отправились на вторую ярмарку, которая находилась совсем рядом. Атмосфера здесь, судя по всему, тоже была уникальной. Сувениры на этой ярмарке явно отличались своим стилем от других городов, в которых мы уже побывали. Множество прекрасных шкатулок. Особенное внимание заслужили эти свечи.
Они были не просто декоративными, но с каким-то особым дизайном или ароматами. Вы только посмотрите, еще вчера эта ярмарка казалась совсем другой, пустой и тихой, словно забытой. А сегодня она уже ожила, наполнившись посетителями, ароматами свежей выпечки и горячего шоколада. Смотрите, для нас уже стало в традицию, да? В Генте мы купили для Дианочки черного цвета ушки, а сегодня для Снежаны мы покупаем белые или бежевые. Сейчас выберем. Бежевые, белые. Не? Дань, какие лучше? Снежинка выбрала снежную. Ну что, берем белый, идем дальше. Похоже, эта ярмарка буквально преобразовалась за ночь, став центром притяжения для всех. Ах, эти медведи, настоящие мастера по притягиванию внимания. Наверняка они выглядят настолько мило и оригинально, что просто невозможно пройти мимо. И вот ведь знают, как заманить. Взяли хот-дожик вот такой, 10 евро, разорви лицо, видите? Сейчас покушаем и продолжим наше путешествие. После вкусного перекуса мы продолжили прогулку по праздничным улицам Брюсселя, наслаждаясь сияющими огнями, украшениями и волшебной атмосферой. Этот город в рождественское время действительно превращается в сказку. Но наши приключения на этом не заканчиваются. Впереди нас ждет Антверпен с его собственной ярмаркой и наверняка новой порцией уникальных впечатлений. Ого! Такой рождественский помощник точно вызвал у всех улыбку и желание его поддержать. Интересно, хозяин специально так придумал или собака уже сама? Ну что ж, привет, дорогие друзья! Вот, наконец-то мы и добрались до нашей финальной точки, и это город Антверпен. И сегодня нас ждет финальная оценка и сравнение всех ярмарок. Я вам предлагаю сейчас вместе с нами пойти и посмотреть, чем же здесь отличается ярмарка от всех остальных. Дорогие друзья, приглашаю вас с нами. Даже в туман Антверпен остается прекрасным. Не так ли, друзья? Каждый раз, приезжая в Антверпен, мы снова и снова удивляемся его красоте и не устаем любоваться этим удивительным городом. Это по праву наш любимый город в Бельгии. А рождественская елка здесь просто восхитительна. Она передает городу еще больше волшебства и праздничной атмосферы. Наше путешествие начинается с центральной площади Гроте-Марк. В общем, рождественская ярмарка в Антверпене – это настоящий праздник для души. Здесь сотни ярких огоньков, аромат глинтвейна, также уютные деревянные домики с уникальными товарами и подарками. Здесь чувствуешь себя частью рождественской сказки, где каждый уголок наполнен теплом и радостью. Предлагаю вам отправиться вместе с нами и увидеть замечательный каток, который стал настоящей жемчужиной рождественской ярмарки. Ну а если вы решили добавить активности в свой день, то я вам предлагаю отправиться на этот каток. И покататься. Особенно хорошо это будет прокатиться с тем людям, которые умеют это делать. А кто на катке впервые или не имеет опыта кататься на коньках, лучше всего воспользоваться таким вот вспомогатором в виде пингвина или в виде банана. Скажу честно, сувениры и еда здесь, по большому счету, мало чем отличаются от Брюсселя, Брюгге или Гента. Но все же атмосфера из-за катка в Антверпене делает эти моменты особенными. Дорогие друзья, я искренне надеюсь, что мне удалось передать вам всю волшебную рождественскую атмосферу через экраны ваших телевизоров или смартфонов. Я очень старался, и для меня будет огромной честью, если вы поддержите это видео лайком, подпишитесь на канал и обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. Расскажите, что вам больше всего понравилось на этих ярмарках и какой из них вы бы выбрали. А на этом я с вами прощаюсь. До следующего выпуска. С Рождеством вас, друзья!
Желаю вам мира, добра и всего наилучшего. Всем пока-пока.